Привет из сердца постколониального общества. Сегодня в студии Анна Ходорковская и Маша, которая представляет работу Анны Ходорковской, которая сегодня, как ни странно, продается. Маша. В моих руках находится произведение высокого искусства, и также я думаю, что цена на него на данный момент очень высока. Давайте посмотрим. 2700 евро стартовая цена, пожалуйста. Но прежде чем мы приступим к продаже, у меня есть еще пара вопросов к нашему артисту. Анна, почему вы выбрали подобную палитру цветов, молочный фон полотна и яркие абстрактные фигуры? Это как вы ощущаете себя здесь сейчас, в настоящем моменте, или это то, куда Я поняла ваш вопрос. Спасибо, Маша. Я думаю, люди, которые в теме, они в теме. По поводу географического расположения ваших замечательных штрихов на этом бессмертном полотне, что вы можете сказать по поводу цветовой палитры выбранной работы? По поводу географических штрихов, пожалуй, я начну. Взлетая над бренностью бытия, элементы стремятся вцепиться в смертельной борьбе за право власти на существование. Это была большая муза пришла, потом пришла муза поменьше, но длинная. Еще очень поменьше. Это была одна и та же муза или? Это был муз. Это был муз. Это был один муз. Это не очень гендерно корректный концепт, который может быть вообще представлен на современном рынке искусства, поэтому цена падает. Я вам сообщить. Цена падает из-за гендерной интолерантности. Вот так и приходи к вам. Вот так. Цена падает до 50 евро. Стартовая цена за эту картину. Конечно. Вы игнорируете права женщин на рынке искусства. Анна, скажите, почему на вашей картине изображена лопата? Простите. Здесь, ближе к центральной нижней части, мы можем видеть лопату с голубой рукояткой. Ну, вы знаете, вся наша жизнь, она как лопата. Ты копаешь, и в конце как бы докапываешься. Я вижу тут рыбу-меч, я вижу аквариум, я вижу рыбу-меч, которая хвостом падает на дно. И меч лучом светлой надежды усмиряется в левый угол. То есть рыбомеч скучает по светлому либеральному будущему, которое не произошло. Работа подходит для каждого человека. То есть и так, прямо функциональность, конструктивизм. Смотрите, хрясь-хрясь. Поэтому, поскольку эта работа сделана для социалистического рынка, если так можно сказать, то, мне кажется, эту работу надо назвать хрясь-хрясь. Да. Спасибо вам. То цена поднимается до 350 евро. В моем произведении искусства я предвижу буквально развитие всей нашей планеты в ближайшие 250 лет. Это очень глобальный полет мысли, но мысли глобальное действует локально, что называется. Для таких глобальных мыслей работы должны быть в 10 раз больше. Вы знаете, что чем больше работа, тем она дороже, особенно если на ней цветы. Просто такого маленького формата, как бы адаптация под Moscow Apartment. Хрущев стайл. Хорошо. Абсолютно. В таком случае цена возвращается на прежнюю позицию. Зеленые 50. Зеленые цвета стримшоу. Да, 50 зеленых, но не долларов, а евро. Скажите, Анна, поскольку мы люди прошлого сегодня, по какому курсу вы собираетесь конвертировать? И тут я вам даю полную свободу интерпретации вот этого графического символа. То есть вы интерпретируете мою работу, а я интерпретирую вашу. Конечно, курс евро составляет 55 российских рублей. 83 копейки. Давайте посчитаем по курсу, который был вчера. А какой был вчера?
Мы действительно живем в очень динамичном мире. Анна. Итого получается 2000 рублей. Видимо, Анна уже давно не читала новости и заморозилась в курсах Центробанка полугоричной давности. Мы, как честные люди, просто не можем не воспользоваться предложением Анны. Иначе как создавать искусство, если постоянно следить за курсом Центробанка? Да, мы видим перед нами настоящий художник. Написано у нас по латинице, это точка отсчета, поэтому, когда вы будете покупать эту картину, когда она приедет к вам, перед тем, как вешать ее на стену, убедитесь, что вы можете читать по-английски. Покупайте искусство, поддерживайте молодой арт, смотрите Artstream Shop, посещайте галереи, фуршеты и буфеты. И ни в чем не обламывайтесь. Удачи и светлых надежд, светлое будущее счастливому обладателю этой картины.